Когда дроны только появились, любая фотография с воздуха казалась фантастической. Но сейчас, когда дронов стало много, мало просто купить себе дрон, взлететь, покрутиться, просто сфоткать город с воздуха. Вряд ли такая фотография станет популярной. К примеру, если взять мою недавнюю фотографию города, вроде интересно, но ничего особенного, таких фотографий миллионы. Также у меня есть такая же фотография ночного города. Тоже интересно, но как-то скучно. Но если взять эти две скучные фотографии и объединить, выглядит уже круто, фантастически, и кажется, что тьма наступает на эту дневную фотографию, реально круто. Для такой фотографии очень важна локация. Лучше всего снимать в городе, потому что нам нужны огни ночного города на ночную часть фотографии. И также дневная часть будет хорошо смотреться в городе. Но вы можете попробовать снять и природу. Если у вас что-то получится, обязательно отмечайте меня в Instagram. Также добавляйте хэштег дрон day-night. Я обязательно посмотрю и думаю, другие ребята тоже посмотрят. Для разделения двух фотографий лучше всего использовать дорогу. И хорошо подходит именно ровная дорога. Я пробовал разделять, когда дорога такая какая-то закрученная. Тогда получается как-то сложно для восприятия. И вот когда дорога ровная, она выглядит более минималистично. Также вы можете снять эту дорогу сбоку. Тогда она будет уходить наискосок. Это тоже круто выглядит. Кажется, что день сошелся с ночью в одну линию. Их разделяет невидимый забор. Потому локация здесь очень важна. И прежде чем взлетать дроном, подумайте, есть ли там нужная для вас линия разделения. Кроме локации, здесь также очень важно время. И лучше всего снимать на закате, потому что уже нет теней. И свет закатного солнца создает такой golden hour. И этот цвет очень похож на огни ночного города. И у нас фотографии как-то будут объединяться между собой с помощью этого цвета. Переходим к съемке. Взлетаем дроном. Подлетаем к месту, где мы хотим сделать фотографию. И нам нужно запомнить наши координаты. Заходим в режим Waypoints. Здесь нам нужно сделать две точки. С помощью кнопки на пульте C1 вы легко можете установить эти точки. Первая точка нам не важна, а вторая точка — это именно то место, с которого мы будем делать фотографию. Опять нажимаем C1, делаем снимок и заходим на карту. Здесь можно будет сохранить наши координаты. Сохраняем их, чтобы мы могли их использовать в ночной фотографии. Теперь садим дрон. Так как мы снимали на закате, у нас скоро начнется ночь, и мы можем пойти где-то морожка схавать. Также очень важно не пропустить момент, когда уже солнце зашло за горизонт, но еще есть небольшой свет от солнца. Огни ночного города уже горят, но нет полной тьмы. Когда вот есть полная тьма, очень тяжело сделать четкую фотографию. А когда есть немного света от закатного солнца, тогда фотография получается более качественно. Потому здесь у вас не так много времени. Взлетаем, опять заходим в режим Waypoints, находим наши сохраненные координаты, запускаем полет по точкам. Здесь в настройках ставим, что когда дрон приближается к последней точке, он зависает на месте, это hover. Нажимаем Start, и дрон начинает выполнять миссию. Когда он зависит на последней точке, делаем ночную фотографию. И также вы здесь можете поиграться в настройках, зайти на настройки ночной фотографии, поставить выдержку, и тогда фотография будет более четкая. Все, две фотографии готовы. Теперь мы можем в фотошопе их объединить. Закидываем две фотографии в Photoshop, слой над слой. На верхней фотографии ставим 50% прозрачность и меняем положение верхней фотографии. Можем изменить угол, либо координаты, так чтобы две фотографии полностью совпали между собой. И потом просто стирачкой по дороге проводим, убираем верхний слой, то есть ночную фотографию, так чтобы осталась только ее половина. Все готово. Удачи! Если у вас что-то получилось, обязательно загружайте в Instagram, отмечайте меня, также добавляйте хэштег дрон day-night, так чтобы все могли ее увидеть. И я обязательно ее прокомментирую. Подписывайтесь на канал, увидимся в следующих выпусках.